Монстр, который плачет словно ребенок, чтобы заманить своих жертв в ловушку. Чудовище с огромными крыльями и красными глазами, преследующее людей. Призраки детей, требующие жертв и утаскивающие рыбаков на дно. Все это персонажи городских легенд и мифов коренных народов Америки. Сегодня я расскажу вам о самых жутких монстрах, способных испугать даже взрослых. Чупакабра. Пожалуй, одно из самых известных существ – чупакабра. Оно наводит ужас на фермеров, так как, по легенде, монстр убивает домашний скот и пьет кровь животных. Считается, что его жертвами чаще всего становятся козы. С этим убеждением и связано слово «чупакабра». Оно происходит из испанского языка и означает «сосущий коз». Впервые чудище с острыми зубами и горящими глазами якобы появилось в Пуэрто-Рико в середине прошлого века. Там было обнаружено несколько мертвых коз, из которых высосали кровь. Местные жители решили, что скот убило страшное существо, с которым прежде никто не сталкивался. Вскоре присутствие мифического монстра распространилось на Центральную Америку и юг США. Чупакабру описывают как четвероногое животное, напоминающее собаку или койота с клыками и свиной мордой. Однако монстру также приписывают черты летучей мыши, рептилии и даже насекомого. За последние годы в Техасе произошло несколько загадочных случаев, связанных с предполагаемыми появлениями чупакабры. Несколько лет назад камеры видеонаблюдения зоопарка Амарилла запечатлели неопознанный объект. Снятое видео породило множество версий. От животного в необычном головном уборе до большого койота на задних лапах и, конечно же, мифической чупакабры. Ранее в Хьюстоне на видео попало странное существо, также вызвавшее ассоциации с кровопийцей. До этого семья из Редклифа заявила о поимке существа, которое, по их мнению, было чупакаброй. В середине нулевых фермер поймал в капкан лысое существо, похожее на собаку. Оно нападало на его скот. Однако исследование ДНК показало, что в ловушку попал очень старый койот. Генетики и биологи неоднократно изучали предполагаемые останки чупакабры. В основном это были собаки с аллергиями, из-за которых они теряли шерсть. Также это койоты с тяжелым саркоптозом. Из-за болезни кожа койотов становилась серой и покрывалась чешуйками, а остатки шерсти делались колючими. Такой вид животных и порождал легенды о чупакабре. Человек-выдра. Куда менее известны, но не менее зловещие рассказы о существе, известном как Куштака или Человек-выдра. В легендах одного из коренных народов это злобный бестелесный дух, способный менять облик. По преданиям, он появился на Аляске много тысячелетий назад. Это демон, который может принимать образ получеловека-полувыдры. Описание очевидцев рисует образ монстра около 8 футов ростом, с развитой мускулатурой. Существо ходит на двух ногах, его длинные руки почти достают до колен, а туловище и голова слегка наклонены вперед. На мощных передних конечностях видны длинные острые когти. Также Куштака может предстать в обличии ребенка или прекрасной девушки, завлекая ничего не подозревающих путников в смертельно опасные места. Загадочное существо привлекает пристальное внимание криптозоологов. Коренное население рассказывало ученым много жутких историй. По словам жителей, монстр заманивает людей в лес, может перевернуть лодку с рыбаком. Они верят, что люди, которые сгинули на охоте или рыбалке, стали жертвами чудовища. Несмотря на многочисленные попытки, зверя так и не удалось поймать. Свидетельства коренных жителей, многие из которых верят в существование человека-выдры, а некоторые даже заявляют о личных встречах с ним, поддерживают интерес к этой загадке. Человек-мотылек. Еще один загадочный криптид – Человек-мотылек. Сообщения о нем поступали из разных уголков мира, включая США. Его представляют как гуманоидное существо высотой до 13 футов. У монстра крупные яркие красные глаза, которые, по свидетельствам очевидцев, излучают необычное свечение. Тело покрыто густым, темным мехом или пушистым черным покровом. Крупные крылья являются главной особенностью существа. Некоторые свидетели сравнивают их с крыльями бабочки, другие – с крыльями летучей мыши. В некоторых источниках есть информация о наличии рук с длинными острыми когтями. Существо впервые упоминается в американской городской легенде 60-х. 5 человек, которые копали могилу на кладбище в Западной Виргинии, утверждали, что видели летящую человекоподобную фигуру. 3 дня спустя 2 молодые пары из Пойнт-Плезанта сообщили в полицию, что видели большое существо со светящимися красными глазами. По их рассказам, это был летающий человек с большими крыльями, который преследовал их машину. За 2 года около 100 человек сообщали о человеке-мотыльке. Некоторые исследователи паранормальных явлений предполагали его внеземное происхождение, связь с потусторонним миром или принадлежность к неизвестным науке видам. Однако скептики объясняли феномен более рационально. Появление человека-мотылька могло быть всего лишь розыгрышем, неопознанным летательным аппаратом или крупной птицей. Во время путешествия по Америке вы вряд ли встретите монстра, а вот более реальные проблемы гораздо вероятнее.
Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Сквонг. Представьте себе мрак вековых цуговых лесов Северной Пенсильвании, пронзаемый лунным светом. В безмолвии раздается душераздирающий плач. Это сквонг. Легенды о сквонке, скорее всего, появились в конце 19 века, когда в штате активно развивалась лесная промышленность и вырубка лесов. Горькие слезы сквонка — это отзвук боли, рожденной уничтожением деревьев. Полноценного описания сквонка не существует. По легендам, его кожа очень плохая, покрыта бородавками, наростами и пятнами. Сквонк постоянно горько плачет из-за своего уродства. Существо якобы склонно к уединению. Оно выходит из своей норы лишь под покровом ночи, боясь попасться на глаза путникам. Понять, что сквонк рядом, можно по мокрым следам или звукам плача. Проще всего его увидеть в холодную погоду при полной луне. Сквонк становится менее подвижным, его плач слышен лучше. Порой сквонк плачет настолько сильно, что способен полностью раствориться в своих слезах. Иногда все мы немножко сквонк, согласитесь. Это умение выручает эмоционального обитателя лесов. На плачущего монстра охотились, однако не могли пленить, ведь он таял в своих слезах, когда его загоняли в угол. Бигфут. Около века назад группа шахтеров, работавших неподалеку от горы Сент-Хеленс в Вашингтоне, сообщила о столкновении с огромными человекоподобными существами. Находясь в хижине, они подверглись нападению людей-горилл и были вынуждены открыть огонь, чтобы отпугнуть их. Скептики объяснили это происшествие влиянием изолированной и зловещей обстановки на психику шахтеров. Однако это сообщение о Бигфутах не было единственным. По легендам, существо, известное как Снежный человек или Бигфут, бродит в лесах штатов Вашингтон, Орегон и северных районов Калифорнии. Его рост достигает 10 футов, а тело покрыто густой шерстью. Темный мех позволяет Бигфуту сливаться с окружающей средой. Несмотря на многочисленные свидетельства от разных людей, конкретных доказательств существования Бигфута так и не удалось найти. Некоторые ученые считают, что данные свидетельства не что иное, как ошибочная идентификация известных животных. Так, однажды на исследование были отправлены волосы, которые предположительно принадлежали лесному монстру. Однако результаты показали, что шерсть принадлежит семейству оленей. Большинство же фотографий обычно плохого качества или сделано при слабом освещении. Тем не менее, у теории существования Бигфута всегда было достаточно сторонников. Лечуса. В фольклоре Техаса есть миф о Лечусе, существе, которое было рождено из сделки с дьяволом. В одних легендах Лечусы — это женщины, которые занимались колдовством и поплатились за это. Под покровом ночи они превращались в сов с человеческим лицом, сохранившим земную красоту. Став птицей, Лечуса отправлялась на охоту. Свою добычу монстр поджидал в укромных местах, привлекая ее жутким свистом или плачем ребенка. Затем, подобно молнии, гарпия резко набрасывалась на жертву. Есть также легенды о том, что Лечуса — это дух женщины, убитой и возвратившейся из могилы, чтобы посеять ужас и отомстить за свою трагическую судьбу. В современном мире, согласно сказаниям, встречи с ней чаще всего случаются во время ночных поездок по безлюдным дорогам. Ни сталь, ни пули не могут ей повредить. Говорят, что она бессмертна. Единственное известное средство защиты — соль. Если вы услышите ее пронзительный крик, прогоняйте ее бранью, грозите ей и ругайте. Главное, ни в коем случае не пытайтесь найти источник звука, будь то свист или плач ребенка в ночи. Ругару. Если Лечуса — это сова с головой женщины, то с Ругару дело обстоит иначе. Он предстает как человек с головой волка или собаки. Также встречаются варианты гибрида с другими животными, свиньями, коровами или даже цыплятами. Это фольклорный оборотень из Луизианы. Согласно легенде, Ругару становятся те, кто продал душу дьяволу. Это проклятие длится 101 день, после чего переходит на того, чью кровь Ругару выпил. Днем Ругару выглядит как обычный человек, хотя и ведет себя странно. Существо обитает в болотах и лесах между Акадианой и Новым Орлеаном. Превращение происходит мгновенно, без видимых усилий, словно тело выворачивается наизнанку. Перед превращением Ругару выглядит как обычный человек. В зверином обличии он обладает невероятной силой, но сохраняет человеческий разум и контроль над животными инстинктами, в отличие от классических оборотней. Для полного превращения Ругару необходима человеческая кровь.
Проклятие Ругару может быть наследственным, передаваясь от отца к сыну. Убить монстра можно огнем, пулей или ножом. Существует поверье, что пролитие его крови возвращает человека в человеческий облик, хотя в некоторых вариантах легенды это приводит к смерти человека, пролившего кровь оборотня, через год. Водные дети. Предания племен Большого бассейна повествуют о водных детях, существах, обитающих в источниках, прудах и озерах. Их плач, похожий на детский, и является приманкой для жертв, которых они поджидают в водоемах. Эти опасные создания, по некоторым версиям, являются призраками младенцев, убитых матерями, когда по стране распространялся голод. В верованиях одного из племен водные дети – могущественные духи, обитающие в водоемах их земель, особенно вокруг озера Тахо на границе Калифорнии и Невады. Считалось, что они способны как на благодеяния, так и на карающие действия, вплоть до смерти. Южный берег озера Тахо, в частности пещера в скале, считался священным местом, связанным с водными детьми. Только шаманы могли посещать эту пещеру для духовного очищения, общения с духами и принесения им даров в надежде заручиться их поддержкой. Перед выходом на озеро или рыбалкой местные жители совершали ритуалы. Они подносили им кукурузу, хлеб и кедровые орехи. Еду клали в запечатанные смолой корзины и опускали в воду. Эти дары должны были защитить рыбаков от гибели и обеспечить хороший улов. Исчезновение людей на озере объяснялось гневом водных детей, погубивших их. Мертвая невеста. Не менее страшны городские современные легенды, например, о мертвой невесте. Образ печального и таинственного призрака в свадебном платье прочно укоренился в американском фольклоре, питая множество историй, легенд и поверий. Она представляет собой собирательный образ, основанный на общих мотивах. Трагическая смерть накануне или в день свадьбы, неутолимая печаль и иногда жажда мести. Повествования о мертвых невестах варьируются в зависимости от региона. В некоторых рассказах призрак женщины просто грустит, блуждая по местам, связанным с ее жизнью, по дому, церкви или кладбищу. Она может тихо плакать, тихонько петь свадебные песни или просто наблюдать за живыми. В других историях мертвая невеста более активно пытается взаимодействовать с живыми, предупреждая их об опасности или ища утешения. В самых мрачных вариантах она становится злым духом, стремящимся отомстить тем, кто, по ее мнению, виноват в ее смерти. По одной из легенд, Сускон-Роуд в Пенсильвании, у железнодорожного моста через реку Соскуэхана можно повстречать призрак девушки. Местные жители утверждают, что если остановиться у моста, заглушить двигатель, положить ключи на крышу машины и немного подождать, то в зеркале заднего вида можно увидеть привидение, издающее пронзительный крик. Большинство рассказов говорит о том, что это дух женщины, брошенной у алтаря и решившей расстаться с жизнью. Как бы там ни было, лично я не стал бы останавливать машину и выяснять у мертвой невесты причины ее печали. Клоун. В начале 90-х, когда зрители повсюду смеялись над эксцентричным клоуном Хоуми Ди в исполнении Дэймона Уайанса в комедийном шоу «В живом цвете», в Чикаго царила атмосфера ужаса. Город охватила волна паники, вызванная слухами о таинственном клоуне, которого боялись дети. Он стал объектом многочисленных сообщений о похищениях несовершеннолетних. Подавляющее большинство сведений поступало от детей, что, несомненно, добавляло сложности расследованию. Полиция отнеслась к этим сообщениям со всей серьезностью, однако противоречивость показаний существенно затрудняла поиски предполагаемого преступника. Описание транспортного средства, на котором передвигался клоун, варьировалось от черного пикапа до Олдсмобиля или фургона с устрашающей надписью «Ха-ха» на боку. Помимо устных свидетельств, родители получали анонимные письма с предупреждениями о клоуне, что еще больше усиливало атмосферу страха и тревоги. В школах были введены дополнительные меры безопасности, а родители забирали детей из школ раньше обычного, опасаясь за их безопасность. В итоге, несмотря на все усилия правоохранительных органов, полиция классифицировала эти сообщения как городскую легенду. Дьявольский стул. В сердце кладбища Альма, тихого провинциального некрополя в Канзасе, скрывается мрачная тайна. Там расположен заколоченный досками колодец, окутанный легендами и слухами. История его появления уходит корнями в давние времена, когда эти земли принадлежали сварливому и нелюдимому фермеру. Мужчина упрямо отказывался продать свой надел под застройку новообразованного города Альма. Однажды фермер бесследно исчез. Спустя некоторое время из заброшенного колодца на его участке начал исходить отвратительный тошнотворный запах, пропитавший воздух вокруг. Вместо того, чтобы расследовать исчезновение фермера и источник зловония, городские власти приняли необычное решение. Колодец был заколочен досками, а вокруг продолжили строить кладбище. История на этом не закончилась. Вскоре среди жителей Альмы начали распространяться рассказы о таинственных исчезновениях. Смелые или, возможно, просто неосторожные посетители кладбища, решившие присесть на крышку колодца, исчезали без следа. Эти рассказы, подкрепленные мрачной атмосферой самого кладбища и загадочным происхождением колодца, породили жуткую легенду о стуле дьявола.
Тайна стула дьявола до сих пор будоражит воображение и продолжает привлекать исследователей паранормальных явлений, добавляя кладбищу Альма зловещей славы. Что же скрывает заколоченный колодец? Ответ, по всей видимости, навсегда останется погребенным под землей. Призраки детей на кладбище. Своя кладбищенская легенда есть в штате Алабама. В центре старейшего некрополя города установлена детская площадка, ставшая эпицентром паранормальной активности. Местные жители рассказывают о странностях, происходящих на детской площадке поздними вечерами и ночами. Качели раскачиваются сами по себе, словно невидимая сила приводит их в движение. Свидетели описывают появление светящихся шаров, парящих в воздухе, а также слышат таинственные голоса и детский смех. В основе этих ужасающих историй является легенда о трагедии, произошедшей в 60-х годах. По преданию, несколько детей бесследно исчезли и были найдены мертвыми на этой самой детской площадке при обстоятельствах, которые до сих пор остаются необъяснимыми. Существует версия о том, что дети были похищены. После этого призраки детей бродили по площадке и напоминали посетителям кладбища о себе. Однажды городские власти убрали старые игровые конструкции, чтобы освободить место для новых захоронений. Местные жители были недовольны таким решением. Сильная эмоциональная связь с этим местом заставила их протестовать до тех пор, пока городские власти не согласились построить новую детскую площадку на этом же месте. Вендиго. В глубинах лесов Миннесоты обитает Вендиго. Это ужасающее существо из фольклора коренных американцев. Многие верят, что чудище ответственно за многочисленные таинственные исчезновения в этом регионе. Рост Вендиго может достигать 14 с лишним футов. У него длинные острые клыки, а глаза светятся, словно горящие угли в кромешной тьме. Его тело может быть истощенным, костлявым, с неестественно длинными конечностями. В некоторых легендах Вендиго испускает ледяное дыхание, способное заморозить все вокруг. Что делает Вендиго особенно ужасающим, так это его происхождение. Согласно легендам, Вендиго когда-то были людьми, но превратились в чудище из-за того, что попробовали человечину на вкус. Сам процесс превращения описывается по-разному. Это может быть постепенное изменение личности, сопровождаемое всевозрастающей жаждой человеческой плоти, или же внезапное, резкое превращение в чудовищное существо. Известны свидетельства опытных охотников, например, рассказ охотника из племени Кри, утверждавшего, что убил не одного Вендиго. Он повествовал об одном случае, когда, по его словам, Вендиго вселилась в женщину. Заключение. Все эти истории полны загадок и напоминают об ужасах, которые таятся в ночи. Однако надеюсь, что я не сильно вас испугал. В конце концов, это просто легенды и мифы, основанные на суевериях и фантазиях. Теперь вы знаете о фольклоре США немного больше. Напишите в комментариях, какая легенда ваша самая любимая.